Так. Айрат Баргерович, есть у нас Шарипов? Вот его пережду. Директор по производственным системам и качеству ОАО УАЗ. Ну как у нас дела, давайте расскажем. Давайте, да. Здравствуйте, коллеги. Шарипов, тот самый, зовут меня Айрат, директор по качеству развитию производственной системы УАЗ. Горжусь, что стою здесь, почетно представлять УАЗ здесь. Хочу поделиться. Модернизируемся, работаем. 320 гектар неэффективных площадей превратилось в 60 гектар достаточно мобильного, гибкого, эффективного производства. Работаем в режиме перезапуска уже год. Менеджмент сменился полностью, практически полностью. Закаленные годами люди на УАЗе, которые фундаментальные личности, практически все сохранены. Знания сохранены, архивы открыты, технологии все подняты, практически вся документация восстановлена, процессы работают эффективно, производительность поднята в 2 раза. Я 3 модели собираю в одну цепочку, то есть не 3 конвейера будет, а 1 конвейер, на нем будем собирать и буханочку, и хантер, и новый модельный ряд. Запустил новый Патриот, помог заводу. Помогли ребятишки, которые пришли к нам на практику. Людей не хватает. Оптимизация. Крик души у меня есть. Где мои слесаря? Где мои сварщики? Где прессовщики? Где наладчики? Где люди? Где рабочие профессии? Почему у меня завод превратился, черт знает что, народное ополчение, как после войны работает? У меня певцы, у нас певцы работают, у нас кондуктора работают, пожарники работают. Пожалуйста, я вам дам слово. Я не говорю про везде и всюду, я говорю про свою площадку, которой катастрофически не хватает рабочих специальностей, людей с фундаментальными базовыми знаниями, слесарными, с умениями и навыками. Мы всех учим у себя, учебные и производственные участки работают, но мы учим узко, то есть небольшие операции, то есть небольшие посты, определенные операции учим выполнять, определенным критическим моментом учим людей работать с операционками, да. Меня многие не понимают, многим не нравится мой стиль работы и риторика моя, да. Я вам расскажу, как я зашел на УАЗ. Когда я пришел на УАЗ и прошел его, 5 часов мне хватило пройти конвейер. Через 5 часов я вышел и сказал: не звоните мне больше, пожалуйста, невозможно так людям работать. Как это вообще глаза могут видеть? Это же, невозможно, говорю, разбитое производство. Разбитая технология, был старый подход, новый подход. Приезжали люди с подходом ТПС, Toyota Production System. Приехали с Lean технологиями. Каждый что-то пытался сделать, но никто не доделал. Получается огромный сыр-бор. Все писали регламенты, все писали процедуры. Вы представляете, какой кошмар эта система же? Это же система, завод. Завод крутит поставщиков вокруг него. Это же спутники, которые тоже должны развиваться, тоже жить. Но мы же поставщиков первое говорим про стандарт, по стандарту оцениваем. ISO 9001, окей, сколько он в стране стоит? Как проще сделать? Соответствовать стандарту или купить стандарт? Чтобы стандарту соответствовать, нужны люди, опять же. Это малое предприятие, представьте себе, в нем работает 200 человек. Сколько человек надо, чтобы обслуживать систему по стандарту ISO 9001? Они же не справятся. Базовые документы кто разработает? Они же не справятся. Они наймут всех специалистов, как правило, приезжают в папках, отдают готовые под это предприятие документы, но систему же кто-то должен поддерживать. И оно встает, оно останавливается.
Вы поймите, я волнуюсь, когда я с вами разговариваю, я сейчас говорю на больные темы. Я каждый день с этим воюю. Я вам расскажу, как я зашел на УАЗ. Прошел, сказали, нет, Айрат, вернись, давай, ты можешь. Пришел, я взял метелку, щетку, в сварочный цех зашел. И 2 недели чистил полы. Меня только лениво не плевал. Через 2 недели я знал про цех все, и про завод все. В курилках, за столом, в столовой мне рассказали все, где технология, кто вопросы решает, кто не решает, кто ИТР, кто прикидывается ИТР, кто специалист, кто нет. Я увидел начальников, которые в цеха не ходят даже, начальников участков, которые отсутствуют. Увидел наоборот, которые 2-3 человека, но на нем везут все. И начал им помогать. Да, я варил, да, я красил, да, я машины собирал, да, проверял качество, да, новые стандарты сам написал, да, технологию пишу сам. Я много упреков слышу, много людей меня ковыряют, много консультантов меня ковыряют. Могу вам анекдот рассказать про консультантов, если интересно, и закончить. Спасибо. Чтобы хоть немного разбавить эту ситуацию. Чабаны пасут отару. Мимо проезжает современный джип, останавливается, из него выходит импозантный, красивый молодой парень. Я не такой красивый, но пускай похожий на меня. И говорит, давайте я вам посчитаю, сколько у вас овец. Чабаны удивились, посчитали. Он достал всякие планшеты, компьютеры, достал всякие антенны, там что-то делал. Через 3 часа ему говорит, 517. Он говорит, окей, за это я у вас овцу забираю. Они говорят, все, ладно. И уходят. Они ему вслед говорят, а ты, наверное, консультант. Он поворачивается и говорит, а как вы догадались? Ну, во-первых, тебя никто не звал. Во-вторых, у тебя никто ничего не спрашивал. Ну и в-третьих, отпусти нашу собаку. Спасибо, коллеги. Я вас всех поздравляю с Днем Качества. Боритесь, и у вас все получится. Любимый учитель